Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам показать, каким образом можно сделать свой собственный VPN-сервер. Значит, вот я нашел такой вот сервис, но он оказался каким-то странным. Короче, у него, в принципе, приятная такая панель управления. Я его спросил поддержки, от чего мой как бы порт не работает. То есть я попытался посмотреть на своем сервере, почему не работает порт, который я там задал, ну, в принципе, любой рандомный там на, как бы на этом сервере, он никак не пингуется, то есть телнет не проходит. В общем, ответ получил такой: задайте в фаерволе здесь правила. Ну, я как бы задал, но все равно, получается, он не подключается. То есть вот это вот у меня он. Если я буду сейчас подключать, то он не подключится. Но если вы там на винде, то просто скачиваете клиент OpenVPN и файл конфигурации туда запихиваете. Значит, поэтому я поискал какой-то другой сервис и нашел вот такой. Тут, в принципе, смотри, здесь цена $2, здесь цена, по-моему, $6. Вот, но здесь они обещают типа побольше скорость, но как бы я не очень обнаружил, что она прям побольше. В общем, сейчас я покажу. Так, это Испаньола. Вот это этот Blue, как бы Blue VPS. Где-то у меня там была командочка. Где-то там была командочка. Вот у меня здесь командочка такая, Ctrl-Shift-V, вставляете ее и наблюдаете. Смотрите, получается здесь 15-16, то есть где-то здесь, ну, наверное, 250 мегабит порт. То есть, если 20 вы видите, значит 250. То есть это, ну, в принципе, офигенная у меня скорость самого интернета соточка, а здесь 250. То есть, по идее, если раздать нескольким различным пользователям, допустим, там, своим родителям, своим друзьям или еще кому-то, то будет просто офигенно летать, по идее, и все. Поэтому, чтобы установить эту штуку, необходимо сейчас загуглить вот такую вот штуку Angristan OpenVPN. Ну и по идее у вас все будет работать. И для этого всего лишь необходимо скачать вот это все. Вот так вот выделить, скопировать, потом вставить сюда Ctrl-Shift-V, ну и нажать кнопочку Enter. Как видите, файлик скачался, и теперь можно сделать таким вот образом, смотрите. Либо вот так выполнить ее, ну, эту штучку. Так, это я на... Сейчас, в общем, сюда зайду. В принципе, вот представьте, да, у меня уже этот файлик есть, теперь тынсь, выполняю. Ага, permission denied, поэтому пишем так, bash, Ctrl-Shift-V. Но надо удалить вот это. И получается, так как он у меня уже установлен, мне надо его сейчас удалить. И я вам сейчас покажу вообще вот как я делаю, допустим, настроечку все. В общем, смотрите, вот опять делаю bash. Так вот. Здесь он мне предлагает, типа, это ваш IP-адрес, типа, точно? Ну, я говорю, да. Здесь предлагает выбрать IPv6, но так как здесь его нет, он как бы мне говорит нет. И, в общем, здесь вы можете выбрать порт рандомный, либо свой, либо стандартный. Ну, и, в принципе, можно оставить стандартный, можно поставить рандомный, например, вот такой вот там, или такой. Ну, короче, неважно, лишь бы он не был занят, но можно, в принципе, поставить стандартный для примера. Значит, UDP трафик, он будет быстрее, поэтому желательно UDP. Теперь, ну, как бы DNS. Я не знаю, как бы, кому тут на самом деле можно доверять, наверное, никому. Поэтому, ну, выберем OpenDNS, потому что, как бы, он немножко такой, вроде как, внушает доверие, потому что он open. Здесь выбрать компрессию, то есть он предупреждает о том, что могут быть проблемы, но, в принципе, я не знаю, конечно, какой тут именно из них самый лучший, потому что я это не изучал, но я выбираю, допустим, вот первый. И, то есть можно вообще оставить без компрессии, по идее будет все четко. Теперь вот это вот как бы самая важная часть, получается, здесь идет шифрование данных. Желательно выбирать Y, ну есть, ну в смысле yes.
Почему? Потому что, получается, здесь, по идее, он шифрует данные более надежно. Мы можем сами выбрать более надежное шифрование данных. То есть я вот, например, выбираю самое сильное, которое только есть. RSA ключ, потом 4096 здесь, потом второе, 256 получается алгоритм, и SHA-384 это больше, чем 256, поэтому как бы он должен быть лучше. Вот здесь я не знаю, что это. Dihenfalm Key. Ну, короче, я второе выбираю, потому что мне кажется, что оно типа лучше. Ну, это мне так кажется, на самом деле я не знаю. Ну, в общем, здесь 3, здесь 1. И теперь нажимаем просто Enter. И как бы здесь идет небольшая такая пауза, потому что он, во-первых, все устанавливает в зависимости от того, какая у вас конфигурация самого сервера. Кстати, здесь можно выбирать самую элементарную конфигурацию, то есть самую дешевую. По идее, она должна нормально работать. Здесь, так как вот этот dash параметр 4096 бит, он идет продолжительное время, то есть он может быть занимать, допустим, минут 5, наверное, до 5 минут, в зависимости от того, какой у вас там процессор, сколько оперативы. Вот, если он занимает больше, то Ctrl-C нажимайте, это значит прервать эту операцию, и делайте все заново. Потому что бывает этот процесс зависает, у меня такое было, что и 10 минут он шел, но потом я когда перезагружал, он там буквально за минуты 2 справлялся. Вот, и как бы вот, если вы хотите создать, сейчас, короче, будет предложено создание клиента, то есть, получается, файла конфигурации для вашего клиента. Сейчас я подробнее объясню, что такое клиент. В общем, получается, первый раз вы напишите, допустим, клиент 01, я так обычно пишу, и, допустим, ПК, допустим, Linux, мой, например, такое название, чтобы было понятно, потому что потом, как бы, это название будет использоваться у вас, в клиенте в самом, либо на телефоне, либо на компьютере. И, допустим, можно еще написать страну, потому что у меня, например, бывает, несколько, видите, этих VPS, чтобы не запутаться. В общем, в этом названии. И потом, получается, один клиент, который вы создаете, вернее, один файл конфигурации, который вы создаете, генерируете первый раз, да, он получается только для одного клиента, то есть для например, вашего компьютера. А следующий уже клиент формируется точно так же, то есть вы пишете опять же bash и название этого скрипта OpenSC install sash. И он вам предлагает, то есть первый пункт надо выбрать, будет add new user, это я позже покажу, просто я сейчас, чтобы время забить немножко, объясняю вам предварительно. И здесь он, видите, пишет add user, remove клиент, uninstall OpenVPN. То есть, смотрите, получается, если у вас, допустим, компьютер есть, вам нужно, вы первый раз вы сформировали для него, потом, допустим, вам нужен для телефона, для своего. Вы выполняете, опять же, этот скрипт, пишите вот здесь bash без вот этой точки со слэшем и название скрипта. И потом выбираете первый пункт, add new клиент, потом пишите просто название этого клиента, допустим, клиент 02, tel, my и допустим, страну этого, страну VPS, где он расположен, как бы, IP-шник, которого вы будете использовать. Дальше сформировали для своего телефона, например, потом у вас есть еще ноутбук, пишите, опять же, выполните bash, VPN install sash, и опять же выбираете первый пункт, и все, короче, то же самое проделываете для каждого устройства и для каждого клиента на этом устройстве, допустим, если их несколько. Если вам необходимо добавить, расширить количество. Получается, для каждого устройства, компьютер, телефон, ноутбук, нужно формировать новый клиент, потому что если вы сформируете один и тот же клиент, будете везде использовать, то он будет работать только на одном устройстве. Вот. Потом, допустим, вам надо удалить это все. Вы, опять же, нажимаете bash open. Можно, допустим, сделать вот так и каждый раз bash не писать, а
Ну, это, короче, уже по желанию. То есть можно проследовать этой инструкции и потом просто выполнять вот так. А можно писать просто bash, чтобы не делать этот файл исполняемым. Ну, хотя, короче, по сути, все равно он исполняемый будет. Вот, и... Что там пишет? Еще ничего не пишет, да? И, допустим, если вам нужно будет удалить, просто нажимаете третий пункт и потом Y, и все. Ну, вот здесь уже какие-то там еще данные идут. И вот здесь вот как бы список устройств, куда его можно поставить, это именно этот скрипт. А получается список клиентов, то есть он для всех операционных систем. Допустим, для Android вы скачиваете Google Play Market, OpenVPN клиент и все. И там просто импортируете файл конфигурации. То есть вам на телефон надо будет передать вот такой вот файлик конфигурации. Ну, он там весит 8 килобайт или 2 килобайта, в зависимости от ваших настроек. Если все по умолчанию, то он где-то 2,3 килобайта весит. Вот, передаете на телефон свой клиент, вот этот вот, как бы, файл конфигурации, и уже в своем клиенте вы просто его находите, импортируете и подключаетесь. И все, вот видите уже насколько времени, и как бы до сих пор не сгенерировалось, но есть еще надежда, что он не завис просто. Поэтому пока подождем. И вот, как видите, здесь необходимо ввести имя вашего клиента. Там я делаю так, допустим, пока там май эспаньола, типа ошибочка. И нажимаю Enter. И теперь один тут надо выбрать. И получается, если вы зайдете в Files, как бы, короче, в root директорию вашего сервера и даже обновите ее, то здесь у вас будет вот этот вот файлик. Файл конфигурации. Вот я его, допустим, передаю сюда. Если вы, допустим, в Linux сидите, то я думаю, вы знаете, что делать. У меня, допустим, Arch. Я нажимаю сюда. И потом сюда. И потом вниз вот так проматываю. Нажимаю импортировать. И здесь у меня это все лежит. Наверное, вот это он, да? 25, ага. В общем-то, да. Теперь попробую отключиться от того, что у меня сейчас есть. И подключиться к этому. И, как видите, он не подключается. Но если вы будете использовать, допустим, как я, вот это BlueVPS, хотя тут немножко странные типы, они при регистрации требуют сразу типа оплату, привязку карты, ее никак нельзя отвязать, к сожалению, только, наверное, через поддержку. В общем, как видите, $3,99, типа $4 ежемесячно. И думаю, это не такие большие деньги. И вот, чтобы добавить нового клиента, вводим командочку, опять же, bash openvpn install sh. И здесь, видите, предлагается, как я говорил раньше, нажимаем 1. Вводим просто имя клиента. И выбираем единичку здесь, и все. Получается, в директории root появился второй файлик. Вот он. Все. В общем, для Android, допустим, вот такой вот клиент есть, OpenVPN называется. Вот он загрузился, и, допустим, у вас не будет здесь еще профилей. И вам нужно нажать сюда импорт профиль, потом выбрать файл. Здесь надо разрешить доступ к файлам. И потом просто в файловой своей системе выбрать туда файл, нажимать кнопку импорт и все.